Привет! Представляю вашему вниманию гарнитуру от бренда Nokia. Оригинальная гарнитура под названием Nokia Go Airbuds 2 Pro. Или если просто, то Nokia TVS 222. Вы на техноканале Разыграчики обзоры, с вами Сергей. Приступаем к обзору. Как вы поняли из предыдущего теста, данная гарнитура вообще не боится влаги. У нее стандарт защиты IPX4. В фирменной упаковке мы получаем помимо кейса с гарнитурой два комплекта сменных насадок, большие и маленькие, и кабель для зарядки USB Type-C. Ну и конечно инструкция и гарантийный талон. Кстати, гарантия 2 года от официального представителя в Украине. Стильный дизайн кейса без острых уголков. Корпус покрыт софт-тачем. Под логотипом располагается механическая кнопка. С ее помощью можно узнать, заряжен ли кейс. Если аккумулятор в самом кейсе разряжен, значит индикатор ниже кнопки мигает. А если светится, значит заряда достаточно. Если же наушники заряжаются, то индикатор будет светиться до тех пор, пока наушники не зарядятся. В нижней части кейса располагается гнездо зарядки USB Type-C. Для открытия крышки есть легкое углубление. Сама по себе крышка на магните, но при открытии она имеет небольшой люфт. Фиксация происходит только при полном открытии. После этого можно с легкостью достать гарнитуру. В нижней части лепестка гарнитуры имеются контакты для зарядки. Дизайн наушников современный, уникальный и стильный. Лицевая часть лепестка матовая и плоская. Остальная часть корпуса выполнена из глянца. Виднеется на корпусе отверстие микрофона. Он встроен в каждую гарнитуру по одному микрофону в каждый наушник. Благодаря такому дизайну гарнитура не только удобно сидит в ушах, но и не выпадает. С внутренней части лепестка имеется отверстие индикатора. Ну а сбоку лепестка располагается сенсорная панель под указательный палец. В нашем случае цвет гарнитуры черный, имеется также в продаже белый цвет. Подойдет как парням, так и девушкам. Ну а теперь маленький бонус в этой гарнитуре при подключении. Функция под названием Google Fast Pair. Это новый подход, позволяющий устройствам Android автоматически обнаруживать аксессуары Bluetooth в непосредственной близости и затем подключиться простым касанием. Раньше такое визуальное оповещение было только у компании Apple. Теперь такое возможно и с этой гарнитурой на Android. Подключение происходит следующим образом. Вам достаточно открыть кейс и достать гарнитуру, и вам даже не нужно включать Bluetooth. Смартфон сам автоматически определит, что рядом находится Nokia TVS 222. Вам останется лишь только нажать кнопку «Подключить» и готово. Они даже привязываются к вашей учетной записи. Указано также, какой тип кодеков поддерживается. SBC и AAC. На одном смартфоне у меня показывает общий процент заряда гарнитуры, а на другом даже показывает в каждом отдельном наушнике, сколько осталось заряда. Я проверил, и, к сожалению, в этой гарнитуре нет режима multipoint, то есть одновременно с двумя устройствами данная гарнитура работать не может. Но она 100% совместима со всеми устройствами, где есть Bluetooth. Причем версия Bluetooth здесь одна из последних, версия 5.2. На заднем фоне вы рядом с микрофоном слышите звук от гарнитуры. Один я закрепил рядом с петличным микрофоном, а я буду сейчас показывать, как он реагирует на касание к этой сенсорной панели, которая здесь на лепестке. То есть здесь у нас логотип, а вот с этой стороны располагается сенсор. Мы прикасаемся к нему один раз, и у нас воспроизведение музыки начинается или же приостанавливается. Одиночное касание как по левому, так и по правому наушнику. Если же дважды прикоснуться к сенсорной панели, происходит увеличение громкости. Либо увеличение, либо по левому уменьшение. Ставим на паузу. Тройной тап у нас переключает трек вперед или назад. По правому наушнику переключает вперед, по левому назад. Но чтобы вызвать голосовой помощник, по левому или по правому наушнику нужно нажать и подержать. Он запустился. Ну а чтобы активировать игровой или видеорежим, необходимо тапнуть 4 раза. Дальше покажу тесты, что происходит при его активации. Теперь тест микрофона. Итак, проведем первый тест в студии. Тихая обстановка. Просто-напросто запускаем звук. Наушники сейчас улавливают мой голос на расстоянии вытянутой руки. Примерно 80 сантиметров. Я беру наушник, возвращаю его в его нужное место, то есть в обычное, привычное. Шуршу слева, шуршу справа,
Проверка микрофона 1, 2, 3, 4, 5. Спокойная обстановка, спокойный голос. 1, 2, 3, 4, 5. То есть веду спокойную беседу, будто бы ни в чем не бывало. Из предыдущих тестов, которые я проводил, я могу однозначно сказать, что микрофон здесь, на мой взгляд, по моей скромной оценке, хороший. Но мы его еще проведем в режимах улицы, повседневной жизни. Отправляемся на эти тесты. И заодно проверим режим шумоподавления окружающей среды, режим ENC. Синхронизация звука 1, 2, 3, 4, 5. Еду по улице встречный вечер и разговариваю в эту гарнитуру, микрофон улавливает все четко. У меня стоят сейчас средние насадки. Они как бы для меня маловаты. Ну, средние. Мне бы побольше. Но благодаря этому я слышу еще, что происходит вокруг, так как нету плотного вакуумного такого соприкосновения в ушах. И человеку, который привык касаться лепестка, чтобы управлять сенсором, так, сделаю паузу сейчас и покажу вам, есть небольшой такой минус для меня, это первое время. А тому, кто первый раз приобретет, он сразу к этому привыкнет, что когда касаешься, здесь берешь, поправляешь и сразу ставишь либо на паузу, либо громкость, то есть меняется прикосновение и уйдет управление. Поэтому если брать, нужно брать за верхнюю часть, поправить, как вам удобней, и тогда продолжать вести беседу. И, конечно же, огромный плюс этой гарнитуры еще и в том, что ею можно пользоваться в монорежиме. Это значит, что либо левым, либо правым по отдельности пользоваться, когда вам удобно. Если один сядет, то разговариваете по правому или меняете на левый. Микрофоны ведь есть в каждом из этих наушников. От одного заряда на средней громкости наушниками можно пользоваться на протяжении 7 часов. Общее время работы с кейсом составляет около 25 часов. Наушники от кейса можно зарядить 3 раза с хвостиком. Аккумулятор в кейсе заряжается за 1,5 часа. Его емкость при зарядке от 0 до 100% составила 287 мА. Теперь проведем тест на задержку звука. Сейчас режим игровой отключен. Напомню, чтобы его включить, нужно сделать 4 этапа. 1, 2, 3, 4 по сенсорной панели. Запускаем тест. Держу возле микрофона. Теперь запускаю игровой режим. 1, 2, 3, 4. Производитель заявляет, что в этом режиме должен звук быть еще более синхронизирован, так сказать, объемней и с минимальной задержкой. Кажется, это у него получилось. Рад был с вами поделиться этими тестами. Теперь мои итоги. Гарнитура получилась действительно уникальной. Она соответствует заявленным характеристикам, имеет стильный современный дизайн, качественный микрофон, хорошее качество звука с громким, хорошим, четким басом, есть игровой режим и хороший запас емкости аккумулятора. Приобрести их можно в магазине «Розетка» по цене 1599 гривен. Ссылка есть в описании под видео. Жду от вас лайк за труды и комментарии, что вы думаете об этой гарнитуре. Всем спасибо, до встречи в новых видеопроектах.